Приветствую всех на моем канале «Зеленая комната». Сегодня у нас вторая часть пересадки, потому что первую часть мы сделали. В один день это мы все делаем. Вот, обратите внимание, что было в первой части. Это сейчас все пойдет на полив. Это мы будем делать за кадром, естественно, и расставлять также будем за кадром. Все эти растения у меня удобрены, посажены в лечузу, некоторые посажены в обыкновенную грунтовую землю. Ну, не в обыкновенную, но вот такую вот, универсальную. Тут есть все. Сейчас я хочу еще добавить немножко осмокота, потому что я тут добавляла сейчас грунт. Мне надо добавить. А ложки, как всегда, у меня нету. Ну, я так рукой. Вот такое у меня удобрение. Его надолго хватает, на 6 месяцев. Тут и беленькие, зелененькие, желтенькие. Вот. Удобрение очень хорошее. Но кроме этого я еще делаю удобрение, чтобы некоторые растения любят, чтобы было железо. Вот особенно когда лист желтеет, это может быть признаком или то, что может быть калия не хватает, или железа не хватает, или еще что-то. То есть также беру универсальные, хотела сказать по-немецки, фердюнеры, удобрения. Все вот в голове не укладывается вот это слово удобрение. Вот. За окном идет снег, в квартире тепло, уютно, лес покрыт весь снегом. Скоро приедут чистить дорогу, будут шуметь. Начинаем нашу посадочку. Первое у меня пойдет вот такой. Товарищ оператор, не отвлекайтесь. Да. Ой, Тебе не интересны мои растения? очень интересно. Вот такое у меня растение. Видите, что с ним творится? Это я обрезала, но вроде бы идет хороший вот росток. Внутри не гниет. Ну, вот это вот мне уже не нравится. То есть я хочу посмотреть его корни. Вот он в таком красивом горшке находился у меня. Что ему не нравилось, может, горшок не нравился? Ну, пойдет пластмассовый белый, прозрачный. Если я только замечу, что у него проблема... Нет, у него никаких проблем нету. Что такое я сегодня паникую? Не знаешь? Нет. Глянь, какие корни хорошие. Земля хорошая. Не залит. Так что мы его сейчас быстренько обтрусим. Это драцена. Она вырастает до огромных размеров. Но она очень красивая. Она у меня с малолетства, так сказать. Очень маленькая была. Но я поначалу их сажала, ну так, в землю, которую я без особого внимания. Ну, поехала, купила земли и все на этом. Ну, вот корень такой вот хороший. Все. Будем сажать опять его в грунтовую, обыкновенный грунт. То есть с перлитом, с такой он рыхлый. Ну, то, что комки какие-то образовались, это видно после балкона. Там такая влага высокая. Вот. Здесь также уголь. Не уголь, а как его там называется? Вот такой уголь, наверное, да? Древесный. Ну, уголь. Древесный. И добавила при вас я удобрение долгоиграющее. И посадим его в другой горшочек. Я приготовила с этим. Ну, мы его обыкновенный горшок посадим. Такой же. Только, может быть, чуть-чуть другого цвета. Вот такой вот. Нет, такой не будет. Вот в такой вот. Серенький посадим. А он войдет потом в этот горшочек? Войдет. Пускай. Не до красоты. Горшки я вам показывала. У нас очень дорогие. Керамические особенно. Может быть, создадим цех по изготовлению керамических горшков? Глину надо. Я видела, девочки делают с гипса как-то. Ну, мне еще тут гипса не хватало. Тогда уж точно выгонят из дома. И так на волоске.
Сейчас я его посередине посажу. В другую землю с удобрением. Конечно, я все понимаю, зимние пересадки это не вариант. Но если растение гибнет, дальше что? Сидеть, смотреть на него. Когда... Сейчас я по бокам немножко тут землю. Правильно, землю? Землю вот, конечно. Вот. Потом этот горшочек сполосну, помою и поставлю опять его. Его же горшочек. А может, чуть больше найду. Ну, я скажу, он прям в хорошем состоянии. Вы видели корни, все. Ну, что вот это вот с верхушечкой делалось? Насекомых нету. Ну, может, действительно какого-то минерала не хватало ему. Ну, вот сейчас вот я добавила удобрение долгоиграющее, и пускай себе живет. Вот такое растение у меня. Я уже им хвалилась, когда поливала. Ну, да, говорит, как похвалишься, так вот. Ну, и оно еще упало у меня. И я хочу его посадить в другое место. Вот такое вот у меня растение. Сейчас я горшки чуть-чуть тут сложу. Вот. Это называется галатея. Как-то она там называется, неважно. Она начала сушить листья тоже. Подсохшая она еще у меня упала. Я его сейчас не буду сильно тормошить, потому что корни хорошие. Я просто проверю, нет ли у него тут то, что я очень люблю. Вот растет новые, выпускает. Вот, как его распутать? Ему просто, может, тесно было в горшке. Судя по корням, конечно, тесно. Ну да. Предоставим ему двухкомнатную квартиру. Раздели их вот пополам. Вот. Не, я не хочу его сейчас разделять, он больной. Я его не хочу сейчас разделять. Я его весной разделю, когда он пустит молодые корешки. Вот такие, когда вырастут молоденькие, больше нету. Ну, он куда его сейчас разделять? Я его сейчас обрежу, сделаю перевалку. Ну, нету этих торфяных стаканчиков. Сделаем ему перевалку, но я его хотела посадить в лечузу. А вон тут торфяной грунт у него. Может, еще по чуть-чуть. Постучать, и вам откроют. Палочкой поковыряла. Да вот уже она. Я ее ж кинула сюда ж. Да. Много работы с цветами, очень много. Каждое утро я встаю и пошла на обход. Посмотрела листочки, у кого-то собрала, у кого-то там чуть-чуть воды долила, с кем-то там поговорила. Спросила, что ему надо, почему он не растет. Вот вроде пошел процесс. Надо просто стучать, и он все эти корни осыпятся. Я его влечу зубахну, да и все. А весной посмотрим. Если жив будет. Стучитесь, и вам откроет. Я уже опять все в земле. Да? Ну, постираешь, ладно. Ты у нас молодая еще. Ну да. Ну все. Так грунт, он обмоется. Это не тяжелый грунт. Нету торфяных стаканчиков. Сейчас я его прям в лечузу посажу, и не буду я с ним церемониться. Правильно? Конечно. Вот. Сегодня я принимаю решение вместе с моим мужем. Как он скажет. А я, как послушная жена, буду все выполнять. Вот так поднимем его. Ему будет очень влажненько и хорошо. И не будет он страдать у меня. Галатея.
Меня поправляли, а я привыкла Галатея, Галатея. Ну, это, наверное, созвездие Галатея или еще что-то. Ну, откуда-то я взяла, и мне так нравилось говорить слово Галатея. А меня исправили подписчика. Правильно делайте, что исправили. Действительно, ну, не может же человек знать все. Вот все прям. Вот. Сегодня он у меня сильно, обильно польется. И я посмотрю за ним дальше. Сейчас притрамбую те корни. Если буду видеть, что он пускает новые корешки, значит, ему все нравится. Все. Пойдет на полив. Ну, и, естественно, на обрезку. Сейчас я не буду обрезать. Я потом его обрежу. Чтобы у людей нервы не портились от вида, как человек обрезает. Вот. Также по просьбе трудящихся, подписчиков купила я Стефанатис. Говорит, как вы могли мимо пройти? Стефанотис. Степханотис. По-немецки читаю. И вот у него правая хорошая, левая не очень. Так что придется вытаскивать все и смотреть, что с корнями, что без корней. Сейчас вот это вот надо отцепить. Ты видишь, они уже как придумали хорошо. Можно с проволоки не делать. Вот, глянь. Красота. Пластмассочку эту одел, и не надо... А как вот его, не ломая ничего, вытащить? Тут еще сверху всякие названия, которые я трудно запоминаю. Сейчас буду долго выковыривать его отсюда. Вот. И пошло дело. Он же тоже, наверное, он принадлежит семейству хой. Это такое красивое. Видишь? Да. Очень красивое. Кто не смотрел предыдущие видео, я вам объясню, почему я делаю пересадку. Что здесь много купленных растений, свежекупленных. И я боюсь, что я привезла насекомых, особенно с французского садового центра. Мне там очень жалко было много растений. Я за кадром там сожалела, ходила, но... Там же, наверное, не профессионалы, такие, как я, наверное, пришла, работы нету. А подумаешь, там полила этот цветок, он стоит залитый. Корень хороший, не гнилой, ничего. Что ему не надо? Может, не хватало удобрения для чего? Смотри. Я его отдельно посажу. Знаешь почему? Чтобы за ним лучше наблюдать было. Ну, он весь больной. Вот это отсушил он. Если не даст боковины, то уже жалко, не жалко будет выкинуть. А здоровый, что ж я буду выбрасывать? Судя по всему, у него должна быть вот такая корневая, большая. Вот в Германии мы в садовой центре, когда едем, я прям... Там дорогой, вот Дехнер, его так, Дейнер. Там дорогие растения, сравнительно дороже всех. Ну, они ухоженные. Я видела, как там они их поливают, как удобряют, видела. Ну, не видела, чтобы от насекомых травили. Они, наверное, когда уходят покупатели, тогда на ночь травят. Все. Вот этот вот товарищ у меня пойдет... Не знаю куда, ну не в лечузу. Он пойдет в обыкновенную землю у меня. И все. И этот также. Потому что я не знаю, что с ними делать.
Это для меня новое растение. Про него я не успела почитать, что оно там из себя представляет. Вот. Так, немножко грунт. Керамзит, грунт. Здесь у меня земля пойдет на выкидание. Может, тогда сразу эту одевать? Да пока без этого. Давай, потом ты оденешь, да. Потому что она, тут, видишь, неровные края у горшка. Эти все уже прошли карантин. Но еще будут стоять, ну, недельки полторы. Я еще буду наблюдать. Потому что землю сменю. Удобрения поставила. Тут осмокот у меня еще надо насыпать. Потому что вдруг мало. Вот. И будем смотреть за корнями, за всем. Ты оденешь вот эту штучку потом, да? Да пока палочку надо воткнуть и все. Ну, может, палочку. Поставь, я сделаю потом. Угу. Пусть укоренится хорошо, один и второй потом. А этот я посажу в маленький прям стаканчик, вот прям маленький. У меня где-то они есть. А где? Вопрос на засыпку. Нету. Нету. Прозрачно сажу. Да я вот этот вытащу, да и все. Сейчас шнур. Потом пойдем, вдруг не хватит. Я его посажу без керамзита. Пускай. Потому что так мало. Воздух ему будет поступать. Земля рыхлая. Достаточно удобренная. Тут есть все в этой земле. Что душеньке угодно. И что не угодно. Но если он будет болеть, мне уже не будет его жалко выбросить. А если больное оставлять рядом со здоровым, к чему она придет? Ну, корни хорошие. Корни хорошие. Вот это я обрежу. Прямо тут вот так вот. Вот этот тоже, он уже сиротка казанская. Может, ему хороший горшок дать? Нет, у меня там горшки. Я его сначала полью хорошо. Вот сюда поставлю. А как мне вот ставить? Сюда Ну, поставлю. так, Вот дальше у меня калатея опять красивенькая. И она уже, корни у нее вылазили, бедные, и я ее решила пересадить сразу, да и не мучиться. А весной посмотрим, что с нее будет. Будет ли с нее толк. Я не умею калатеи выращивать. Честно вам говорю. Они мне... Ну вот, растут же. Вот же ростки какие. И вот. Прям растут. Я его хочу посадить в лечузу. Не знаю, правильно или нет. Но я его посажу в лечузу. Потому что я уже такие галатеи пересаживала в землю. Они у меня не выживали. То не долила, то перелила, то еще что-то. Вот. А так я с ним буду наблюдать. Или как ты думаешь? Простую землю посадить? Валя, я не знаю, ты специалист. Да какой я там специалист? Я Господи! Кинооператор. А ты вон. Ботаник. Специалиста нашел. Юный ботаник, натуралист. Не смеши хоть людей ботаником. Вот сюда я его сейчас. Тут уже лечуза есть. Сам Бог велел. Вот так я его посажу, да и все. И мы немножко сейчас досажу, отвлечемся, мне надо немножко убрать, потому что сейчас пойдет пересадка кактусов и так далее. Вот.
Посажу его в лечузу. И пускай себе растет. Вроде все заполнила. Вот такие стаканчики я ставлю, и благоденствие наступает. Вот. Филодендрон. Мамай называется. Я его тоже посажу в землю. Небольшой горшочек. Вот. Которые у меня закончились, кстати. Большой я его сажать никак не буду. Просто посажу и все. Вот, почистила. Мы отвлечемся на минутку. Я пойду за горшками схожу, потому что кончились. Влеклись немножко. Ну, я немножко земли другой насыпала для вот этого филодендрона мамая. Он у меня пойдет на вот такой вот, как это называется? Палочка. Палочка, да. Мой муж, когда олени растопчат, у нас тут олени в лесу. И они, когда будут добывать мох, вот ты увидишь пустое место, этот мох соберешь. Хорошо. Я вот Если сюда, берешь, а пожалуйста. пожалуйста. Вот. И я вот сюда в эту палочку напихаю, и вот этот вот мамай будет расти у меня вот так. А пока нету ничего, все покрыто снегом. Вот сюда мы будем делать. Значит, смотрите, я еще добавила какую землю. Это у меня вермикулит, по-моему, перлит, мох от кокосовый субстрат. Сейчас я добавлю немножко сюда еще угля и осмокота добавлю. Вот так. Все делаю на глаз. Внизу также грунт такой, там и сосновая кора, и чего только нет. То есть я делаю очень сильный замес. Вот, посмотрите. Тут и вот такой кирпич у меня. Не кирпич, а глина сжженная. И мох, и щепа вот эта сосновая. И что только нету. Вот такая хорошая земличка. Вот правда. Она рыхлая. Еще немножко добавила сюда песка, ребят. Не знаю почему. Но мне сегодня хотелось добавить песок. Чтобы чуть-чуть утяжелить землю. Потому что зима, отопление. И я что-то стала переживать, что он у меня может присохнуть. То есть я его посажу вот в такой размер. Стакан. Или горшочек. И тогда мы сюда установим вот такой вот этот. И он будет расти. Палочку. Штангу можно, маховую. Тут будет мох внутри. Не кокосовую. Вот. А на низ у нас пойдет керамзит с лавой. Какой-то еще камень, не знаю. Вот такой у нас продают его. Для дренажа называется. А что, какую роль оно играет, я без понятия. Вот такую пушистую землю я сейчас землю насыпаю. Это много. Такие вот попадаются от коры. И вот такой филодендрон у нас пойдет. Я его чуть ближе посажу, подальше отсюда, потому что здесь будет стоять штанга вот эта вот, которую я вам показала. Нет, я его сильно заглублять не буду. Сегодня же полью его. И он у меня будет расти. И здравствовать. Корни я сильно не давлю, но может быть где-то сбоку, знаете. Оно, во-первых, потом как поливаешь, она земля все равно утрясается. Тем более вот такая рыхлая. Я чуть-чуть утяжелила песком. Но я уже об этом сказала, потому что переживаю. И вот сюда пойдет вот такая палочка, выручалочка. Вот сюда. И чем больше он выше растет, тем увеличивается у него лист. Да, это понятно, что ты принесешь, пожалуйста. Да, ты оленя заставь, пусть выкопает мох. Там, наверное, сантиметров 50 снега. Но ничего. Все это восполнимо.
И дальше у нас зря я намешала, может быть, ну, у нас еще будут пересадки. Сейчас я это уберу, и у нас пойдет пересадка. Полечу-то. Нет, другая. Суккулентную землю. Суккулентная. О, Господи. Суккулентная земля специально для кактусов и суккулентов. Вот, мы зажгли свечку специально, чтобы растениям было тепло и хорошо. Что они знали, что им тут рады. Вот такая земля у меня специально для кактусов и суккулентов. Я хочу сюда добавить также немножко осмокота. И больше ничего. Она готова земля. Я там еще добавила немножко жженой глины или запеченной глины. И это вот что у меня? Бегония рекс. Она там. Посажу. Это у меня филодендрон мамай. Название красиво. Мамай, да? Это вообще. Бандитская. Я думал, сначала я ослышался. Бандитская. А где мое это все тут делось? Не знаешь? Что? Совочек. Ну, где? Вот он. Давай. На. Так. Ну, ужас, конечно. Все пойдет в стирку. Вот. Смотрите, обратите внимание, что я еще туда насыпала. Видите, вот это вот обожженная глина. Тут песок готовый, мы его покупаем тут швейцарский. Тут уже лучше не придумаешь. Мы же были вот в кактусовом центре, там прекрасно растут они в такой же земле. Мешок стоит 19 франков. 19, там сколько литров было? 15 литров. Не знаю. Ну его не поднимешь. Я вот так прикинула на глаз. Это надо ехать с кем-то. Ну, сам Вот, знаешь. ребята, это у меня выпал. Я его купила в том же суккулентном ряду. И у нас Колибанус хёкерли. Это растение мы купили в швейцарском. И вот у него корневая какая все. Я его просто посажу в больший горшок. И все. У него вот этот вот размер вот этих вот перышков будет около 2 метров. Будем подстригать. Вот. Просто посажу вот так вот его. Чуть-чуть на дно. И чуть-чуть засыплю его. Ну так, чтобы это каудексное растение. Я очень люблю каудексные растения. Вот. Не знаю почему, но мне привлекает их не такая вот строгая красота, такая вот. Не знаю. Что-то и больше склоняется стало к кактусам. Ну, вот такой вот. Он пойдет на полив у меня тоже. Пусть там стоит. Вот я показывала в предыдущем видео, что я купила вот эту псевдорепсалис. И рассказывала, что у меня в Испании я купила большое растение, и у нас его украли, разбили стекло и украли растение. И там был просто большой куст. И вот во Франции я случайно набрела на это маленькое, несчастное. Вот так во Франции ухаживает за цветами. То есть, видите, уже корневая у него давно просится на вырост. И также я ему приготовила красивый горшочек. И также он у меня будет в пластмассовом. Пока нет, наверное, это не будет горшочек. Какой-то другой найду, в общем. В общем, он без горшка не останется, ребята. Он будет расти у меня в прозрачном. Вот в таком вот. Потому что я хочу наблюдать за его ростом. Я его просто сделаю, наверное, перевалкой. Ой, а я землю убрала, вот эту, которую счищать. Подай, пожалуйста, мне с плохой землей таз. Угу. Спасибо. Он находится в какой-то сетке. Посмотрите ближе. Видите? Что это за сетка? Я понятия не имею. Первый раз я такое вижу. О, мама родная. Хорошо, что я его начала пересаживать.
Аж трещит. Это какой-то как стаканчик такой велюровый. А может, это и есть торфяной стакан? Так, корни я не буду тормошить. Ничего не буду тормошить. Он залитый. Я не поливала. Ну, я вам рассказывала в предыдущем видео, что она там ходила с грязной тряпкой. Во-первых, тряпки какие-то повешены, грязная вода. Я не видела у нее ни спрей вот этот вот, ничего я не видела. Осыпаются вот эти белые. Надо осторожненько. У них вся красота, по-моему. Я, конечно, немножко разочаровалась там. Ну, все равно поеду там покупать, потому что во Франции чаще всего встречаются интересные растения. Я вот купила филодендрон White Host. Покажи, пожалуйста, дай мне его. Вот, возле тебя. Да. Я вот купила это во Франции. Я уже показывала в предыдущем видео. Это, конечно, замечательное растение, но оно такое капризное. Оно стоит 50 евро, ребят. Вот такое вот счастье у меня теперь. Это во Франции. У нас таких растений не продают. Они тут продают стандартные фикусы, кактусы и все такое. А я люблю что-то интересное в этой жизни. Ну, значит, ребят, не буду тормошить. Что-то мне становится чем дальше, чем страшнее. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. И вот это вот белое уже осыпается, горошки. Я сейчас просто его посажу. Кактус. Вода аж бежит с него. Представляете, насколько это можно не любить растения. И он стоял одинешенек там. А ты его пожалела? Нет, я просто хотела давно. Я хотела возместить вот этот вот, что украли. Мои бедные кактусы все. Не надо же вот так людям воровать даже кактусы. Ну, глупее не придумаешь. Я говорю, это мог только фанат, такой как я, украсть. Может, и был такой фанат. Как ты думаешь? Ну, кроме этого, они 2 чемодана прихватили. Кроме кактусов. Вот так, ребят, и буду наблюдать за ним. А потом, как у него появится более корневая, лучше станет, я его пересажу, и будет он у меня на балконе стоять. Дальше вот у меня тоже, я с Франции купила на оценке. Красула арборенценс какой-то. Я его за 2 евро купила, посмотрите, оно все ему, хана. Оно просто засохло. Если бы там сказать было б миллион растений, да, и они не успевали. Вот мы были в нашем швейцарском, где кактусовый центр, там, я не знаю, сколько миллионов там растений. Там ходит один мужчина, и все. И чистота идеальная, и красота, и тихо, и только холодно было. Девушка была какая-то. Ну, она так мимо проскочила, может, она в ресторане там работала. Ну, да, мы попросили у нее разрешения на съемку, они разрешили. Потому что не во всех магазинах еще ребята разрешают съемки делать. Поэтому, если мы делаем быстро съемку, вы к нам, пожалуйста, претензий не имейте. Ну, все ему. Не знаю, выживет, не выживет. Я не знаю, что с ним делать. Ну, вообще, красулы, они такие мощные. Я его посажу в больший стакан. Ой, зацепилась. Вот в такой. И насыплю вот этой землички без керамзита. И насыплю еще вот той земли. Сейчас я отвлекусь. Пока смотрите на мою кухню. Пока я занимаюсь спасением растения. Так, я немножко набрала, вдруг не хватит. Сейчас мы норку сделаем. Нет, это маленькая совсем растет. Это будет. Прям сюда. Потому что вот этот торф, он вылезет наверх.
так мы сделаем. Вот сюда так. Потом сюда так. И насыпаем. Что-то я сегодня никак не соберусь земли. Муж у меня уже знает, что мне надо. Я хотела посадить в кактусную землю, но что-то не решилась. Он совсем больной. Я посажу там, где много микроэлементов, макро, микро, макро, микро. Вот, все. Вот так. Мне понравился то, что он такая кучерявый. С него можно и бонсай делать красивый. Но я еще до бонсая. О, еще далековато мне. Чуть утяжелю. Вот так вот. Пойдет. Не знаю, понравится ему у меня или нет. Но они у меня сейчас все стоят на санитарном запрете. Все. Обезьяний хвост будешь пересаживать? Да, обезьяний хвост прямо сейчас буду пересаживать. Уже все готово. И псевдорепсалис. Это сюда. Это сюда. Ну, бывают такие дни, что человек плохо концентрирован. Так, это мы сейчас прервемся на минутку. Я сейчас тут уберу немножко. И мы займемся пересадкой кактуса. И посмотрим дальше. Мы продолжаем нашу пересадку дальше. И сейчас, конечно, тяжелый вариант. У нас пересадка кактуса обезьяний хвост. Потому что он у нас начал падать, заваливается. И нам все сложнее и сложнее с ним управляться. Он, в принципе, не гнется так, чтобы вот прям такой плавный был. Не думала, что у обезьяньего хвоста столько проблем. Вот. Перчатки. Горшок вот в этот насыпем. Сейчас я сюда насыплю керамзита на дно. И земля у нас для кактусов и суккулентов. Вот так. Это мы для отходов. Это все. Чуть-чуть могу угля насыпать ему. Древесного. Здесь намешано все в этом. Земля для кактуса. Ну, мы сначала посмотрим, в чем он еще находится, ребята. Вот. Стоил он 17 евро 50 центов в Испании. Вот он уже сломанный горшок. Можете посмотреть. Уже все ему. Дальше он был на подвесной. Висел там и мучился. Попробуем его. Он уже бы давно-давно сам бы ушел. Ой, даже его трогать страшно. Гляньте. Ой, что я наделала. Ну ничего, это я обмою. Это ничего страшного. Вот так. Придется и так сажать его. Обтрусить его надо немножко. Ну, я так обтрусила, он легко. Не знаю, что делать. Вот просто не знаю. Он весь опутан корнями. Камни, прям вот корни, вот каменные. Вот прям камень там. Я не знаю. Сажать тогда и все. Вот, Ну, я тоже так думаю. На, возьми вот это, убери. Глянь, у него молодые, он растут. Так как цвел он хорошо, красиво, это вообще. Значит, ему все нравится. Ну, чуть-чуть я сделала перевалку его и все. Чтобы кактусную землю не... Чего? Ой, на мне уже все иголки там колятся. Нет, это много. И керамзит посыпался. На дно керамзит посыпала. Ничего страшного, все нормально. И вот так мы его сделаем. И по бокам засыплю. Посмотрим, что будет дальше. Совочек, где мой? Не видел? Я его всегда теряю. Нет? Будем миллиметровать.
Не знаю. Как они так вырастают, вообще без понятия. Потом заметем. Палочку надо. Неудобно же еще в перчатках. Хорошо, что у нас тут пленка лежит, да? Сейчас и стол был весь в песке, и все. Это у нас барный стол. Я его всегда протираю, конечно, потом дезинфицирую. И потом мы его применяем как по другому назначению. Просто сейчас зимой нету места на балконе, холодно пересадку делать. В спальне не хочу пересадку делать. Ну, больше где еще? В зеленой комнате нет места. Да, зеленая комната, ребята, у нас на стадии готовки. Еще скоро, но скоро уже будем делать съемку. Готовьтесь. Ужасаться. Что я там натворила. Вот эти по-хорошему маленькие я потом посажу, укореню. Мне так нравится вообще вот этот кактус. Я, помнишь, всегда говорю, так хочу обезьяний хвост, так хочу обезьяний хвост. Потом купила и не знаю, что с ним делать. Ну ничего, зато довольна, счастлива, что он у меня есть. Вот. Так вот песочек просыпается вроде туда вниз. А как вот сюда вниз посыпать, я не знаю. Сейчас я вот тут сверху и буду сбоку проталкивать. Надо же его полить еще. Вот в этих центрах кактусах они прям на воздухе висят. Я не уверена, что у них достаточно влаги. Там внизу еще, наверное, поливается, а эти там вверху как просто не болтаются и все. Это что-то вниз загнулся. Вниз растить хочет. Вот так сегодня. Тяжелый у меня сегодня день. Это ж еще... Вы сейчас все будете отдыхать, а я буду еще их устанавливать, смотреть, проверять, поливать. Еще где-то на 2 часа работаю. Под хвостом надо убедиться, что там все. Вот под хвостом заглянула. Прокалывает перчатки все равно. Ну, вроде все, напихала везде. Так, товарищ обезьяний хвост готов. Ну, на сегодня, ребята, мы заканчиваем. Я уже сказала, что мы будем делать за кадром. Желаю вам всем хорошего дня и всего самого наилучшего. Ставьте лайки, подписывайтесь, продвигайте, пожалуйста, мой канал.